Привет, друзья! Германия готовится к крупнейшему фискальному повороту за последние десятилетия. По внутренним меморандумам, обсуждаемых на закрытых заседаниях Министерства финансов, с 2026 года запускается экспериментальная модель налоговой гибкости. Ее суть – передача части налоговых полномочий непосредственно в руки федеральным землям. Предлагаемые региональные коэффициенты откроют путь для самостоятельной налоговой политики в Баварии, Баден-Вюртемберге и Гессене без учета единой общефедеральной линии. Как отмечают обозреватели, инициатива исходит от экономической группы при правительстве, куда входят представители крупнейших германских корпораций. Это сигнал. Правила пишутся не в парламенте, а в кулуарах, где политическая повестка подстраивается под интересы бизнеса. Восточные земли, включая Саксонию и Бранденбург, уже выступили резко против. Они опасаются потери субсидий и усиления социального неравенства. Что особенно тревожит наблюдателей – это молчание парламентской оппозиции и отсутствие широкой дискуссии. Все делается внутри системы через временные комиссии и проектные группы при канцлере. Такое ощущение, что Германия запускает новую налоговую архитектуру, не афишируя цели и последствия. Для части элит это возможность сконструировать экономику под себя, для остальных риск стать лишним в этой новой системе координат. И вот тут начинается самое интересное. Германия развивает альтернативную дипломатическую инфраструктуру вне механизмов Еврокомиссии. На повестке дня двухсторонние соглашения по поставкам критически важного сырья, энергоносителей, а также компонентов для оборонной промышленности. Эти договоренности оформляются напрямую между Германией и ключевыми странами Африки, Ближнего Востока и Азии. Как отмечают экономические обозреватели, используется механизм экспортного сопровождения при Министерстве экономики. Это особый формат сделок, не требующий формального согласования с Брюсселем, но имеющий вес на международной арене. В контрактах задействованы германские концерны, логистические хабы и консалтинговые группы, которые работают напрямую с правительствами других стран. Параллельно стартуют закрытые оборонные консультации с государствами, которые ранее общались с Германией только через структуры НАТО. Как сообщают источники, близких к делегациям, Мерц делает ставку на гибридную дипломатию официально в рамках Европейского Союза, а фактически через личные каналы. Такой подход позволяет Берлину выстраивать устойчивую сеть влияния, не вступая в открытый конфликт с Евросоюзом. Но с каждым новым шагом Германия все отчетливо демонстрирует курс на автономность без деклараций, но с конкретными результатами. В то время как Берлин наращивает темпы реформ и выстраивает новую финансовую архитектуру, в самих федеральных землях нарастает тревога. Несколько премьер-министров регионов обратились в Конституционный суд с требованием разъяснить, насколько допустима масштабная налоговая децентрализация. Под угрозой не только перераспределение доходов, но и сам принцип федеративной солидарности. Особенно остро реагируют северные и восточные земли. Внутренние доклады, опубликованные в региональных СМИ, указывают на то, что крупные южные земли, вроде Баварии, Баден-Вюртемберга, получают очевидные преимущества, более низкие налоги для бизнеса, инвестиционные бонусы, доступ к специальным фондам, в то время как менее состоятельные земли, включая Саксонию-Анхальт и Мекленбург, рискуют оказаться в положении второго эшелона с урезанными возможностями и сокращенными социальными программами. Как стало известно из документа, обсуждаемого на заседании финансовой комиссии Бундесрата, в Германии рассматривается вариант горизонтального субсидирования. Это когда сильные регионы будут напрямую договариваться между собой, минуя федеральный центр. Это уже вызвало обеспокоенность среди юристов. По их мнению, такой подход подрывает принципы единства правовой и финансовой системы. Ситуация выходит за рамки классического спора о налогах. Речь идет о фундаментальном сдвиге в устройстве Федеративной Республики, причем в режиме полной информационной тишины со стороны канцлера. А теперь внимание! Этот ход может изменить абсолютно все. На фоне внутренних трансформаций Германия параллельно запускает процесс, который может перевернуть саму суть Европейского Союза. Речь идет о формировании концепции многополюсной Европы, политика экономической модели, где каждая страна определяет глубину участия в союзных структурах самостоятельно, без давления, без единых обязательств. Как говорят аналитики, это фактически снос единого центра принятия решений,
но без прямого выхода из Европейского Союза. Идея обсуждается в рамках неформальной платформы «Рабочая группа 2028», в которую входят представители Италии, Чехии, Бельгии и, конечно же, Германии. По информации из утечки, опубликованной на прошлой неделе одним из брюссельских изданий, Германия продвигает так называемую сетевую модель, где вместо жесткой иерархии действует система договоренности по интересам, интеграция по желанию, участие по ресурсу, а влияние по вкладу. Такой подход полностью меняет привычные правила. Франция уже выразила свое недовольство, Елисейский дворец требует соблюдения общих стандартов и прозрачности, но Берлин, по мнению дипломатов, выбрал совершенно другой путь – не спорить, а действовать. Новые форматы встреч без участия Еврокомиссии, обсуждение отдельных бюджетов без Люксембурга, активизация двусторонних соглашений – все это части той самой стратегии Европы без центра. Без громких заявлений, без скандалов, но с растущей эффективностью. Германия строит новую архитектуру, где основным игроком становится она сама, а не структуры в Брюсселе. Следующий шаг вообще ломает привычные рамки. В Германии происходит незаметно, но масштабная перестройка политико-экономической системы. Если раньше ключевые инициативы выносились на обсуждение в Бундестаге или через структуры Еврокомиссии, то теперь все чаще используются механизмы временных административных решений. Юридически легитимные, но почти невидимые для общественности. Их не нужно ратифицировать в парламенте, они вводятся как технические меры, но запускают изменения, способные полностью переформатировать всю страну. Примеров уже достаточно. Региональные энергетические контракты заключаются без участия федеральных ведомств. Военная кооперация оформляется в обход стандартных процедур НАТО через временные протоколы с союзными странами. А налоговая система получает индивидуализацию. Регионам фактически предоставляют право самим корректировать налогообложение. Это делается быстро, без публичных слушаний, под видом экспериментальных моделей. Как сообщают источники, близкие к экономическому блоку правительства, подобная схема получила неофициальное название «перезапуск через исключение». Каждый элемент старой системы внешне сохраняется, конституционные институты, наднациональные связи, юридические механизмы, но на практике это уже совершенно другая модель. Все решения принимаются в ускоренном режиме между своими. Старые правила остаются в документах, но не в действии. Эта тихая трансформация особенно заметна в оборонной сфере. Германия подписывает новое двухстороннее соглашение с рядом стран еврозоны и за ее пределами, не информируя об этом Брюссель. Закупки, перераспределение ресурсов, логистика – все идет по обходным маршрутам. Эксперты говорят, что это напоминает стратегию обратной совместимости, когда система вроде бы прежняя, но в ней уже ничего не работает как раньше. Это не демонстративный бунт, а постепенное обрастание альтернативными механизмами. Берлин не делает громких заявлений, но каждое новое временное решение дает все больше автономии, все меньше координации с Евросоюзом. Модель реформ без афиши начала действовать, и, судя по всему, назад дороги уже нет. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.